На суббота. Да, это наш первый день, реально день. Мы, кстати, что, не пока... Да. Да, покажешь потом нашу хату, Ну что вот. мы тут сняли. И я сейчас буду готовить Парижу, буду готовить трансляцию. Мы вот такой домик сняли, который это самое... Расскажи. Да, это знаете для чего? Вот тут, в общем, есть один Wi-Fi в этих домиках, но этот Wi-Fi в самом дальнем домике стоит их рутер. Аж вот там. И получается, аж там. И получается так, выйдешь во двор, Wi-Fi тянет. Зайдешь сюда в домик, Wi-Fi не тянет. Но так как я все-таки занимаюсь еще компьютерами, кому надо там поремонтировать, идете, ищите страницу douglas.com.ar, там есть мой WhatsApp, который можете связаться. Ссылочка будет в описании Да. под видео. Как всегда. Соответственно, я же всегда вожу с собой всякие примочки, наподобие вот этот старый рутер, он там тряпочкой привязан и все. Но его можно как репетидору использовать, то есть как усилитель сигнала. Я его быстренько установил, этот сигнал поймал, тут усилил, чтобы мы могли вот тут, когда отдыхаем, там ютубом пользоваться и всем остальным. А сейчас у меня такие планы, я иду делать костер, распаливать. И после этого буду делать трансляцию, готовить мясо, кушать, пить пиво, наслаждаться отпуском, делать трансляцию и костерчик. Так, здесь красота, есть холодильник. Вот мы здесь у нас вчера заезжали в магазин, я не показывала наши покупки, потому что после той дороги, которую мы ехали, дождей, вы видели все в предыдущем ролике. В предыдущей нашей серии, мы будем делать серию 1, серия 2, Лень. Да. В предыдущей серии мы все показали, эпизод. Вот, как мы добирались, нам уже было не до съемки видео, что мы купили, потому что там было просто, да. Вот пандульсе, вот такой вот панеттоне. Вот семечки, орешки, такие всякие вкусняшки. В холодильнике у нас немножко мяса, кока-кола. В морозилке, наверное, я уже ее заберу с морозилки, Лень. И... Вот там плохо холодильник. Да, и плохо работает. У нее газа не хватает. Ага. Но, в общем, мы А куда эту? Положи Дай. как Мы начали выкручиваться таким образом. Мы берем, Ну, кстати, уже здесь вроде прохладненько или нет? да, мы берем, замораживаем все в морозилке, а потом вот. перекладываем сюда. А ну. И тогда оно дает Чуточку тоже... холодную стало. Ну, Ну, да, не мы с очень. морозилки вытянули. Давай это еще в морозилку положим. А ну, йогурт и молоко тоже, Лень. Хорошо. Да, То есть ну морозилка как бы, да, она так хорошо как бы. и сыр, наверное, тоже пока в морозилку. На пару часов, потом В вытянем. общем, мы так между тем, что морозилку с морозилки, морозилку с морозилки. Не, нет. Ну ладно, да, пускай. Ну, в морозилке холодно, в морозилке заморозился, а холодильник так себе. Хотя бы Так, что мы тут еще вчера купили? Какао это я с собой привезла. Кофе в пакетиках Леня заваривает в этом чайнике. В термосе. Где твой термос, кстати? А вот, термос мы завариваем кофе. Я какао пью. Это мы вчера пили, не допили вино. Мы такие уставшие, что мы вчера ничего и не допили. Сегодня мы утром позавтракали вот такими конфетками с ликером. Так, что у нас еще здесь есть? Да ничего такого. Палочки, шоколадки. Все. я ищу, где мои газеты. Я надеюсь, Леня будет ловить рыбу, и мы будем жарить рыбу. Здесь, получается, есть плитка газовая. Хотя мы с собой брали тоже электрическую, но здесь тоже хорошо готовить. Так, это было здесь. Здесь тоже закрыто. А, закрыто на замок, Леня. А, не на замок. Подожди. Здесь внизу открывается. Сейчас я покажу. Может, кто захочет приехать в кемпинг в этот. Значит, здесь есть посуда, сковородка, чайник, ложки, вилки. И здесь газовый баллон. Но я всю посуду всегда вожу с собой. Все мои стаканы, чашки, ложки, вилки. Вот. Я делаю сквознячок, нормально? Да, пускай будет сквознячок. Да, пойду к костру. Давай. И двухспальная кровать получается. То есть одна кровать и еще, к примеру, для 2 детей, да. Ну, мы туда свои вещи положили. Вот такой деревянный пол. Мы здесь подметаем. Леня прицепил здесь для полотенец веревку. Единственное, что здесь нет на участке, на этом умывальника, воды, да, и парища. То есть, ну, туалет, понятно, общий. Туалет общий. Здесь вот такой домик получается у нас.
наша машина. И покажу, куда Леня... Вот дерево посадили. Где мы делаем костер сейчас. Вот. Здесь мы будем готовить мясо. Здесь дров полно. Так что угли можно сюда не везти. Обычно мы приезжаем сюда в декабре, потому как январь месяц здесь очень много народа. Обычно. Не знаю, как в этом году с нашими экономическими передрягами, но, надеюсь, люди все-таки приедут. Так что мы здесь будем готовить сейчас костер. Вот. Удобные домики, я в плане удобные по расположению, вон там большая терраска есть, просто там уже зарезервировали. Ну да. Там рядом Парижка есть, то есть не надо аж сюда идти. Ну, для отдохнуть это же не живем мы здесь, а 10 дней провести нас и это устроит. И море, вон шум моря мы слышим. Да. Море совсем рядом. Потом покажем, как к морю идти. Но здесь получается таких домиков 5. То есть чем здесь хорошо в этом кемпинге, что тут у каждого есть свое. Вот, кто-то приедет сюда, да, вот у него будет участок. Кто-то приедет сюда, у него будет участок. Вот домик. Раз еще, 2, 3, 4. Так, подождите. 1, 2, 3, 4, 5 домиков. 5. И мы сюда ходим мыть посуду, мыть руки и все такое. Вот умывальник. Леня говорил об этом. Здесь, в этом домике, вот видите, побольше получается терраса. Ну, сейчас здесь никого нет, но он будет занят. И побольше терраса получается. И вот такая. Здесь стол можно поставить. Все. Но комната такая же, почти такая же, как у нас. Немножко побольше. Чуточку. Вот здесь тоже люди живут сейчас. У них стояла палатка. Но после дождя вчерашнего они передумали жить в палатке и решили переехать в домик. Вот, к примеру, здесь трейлер, да? Люди оставляют свой трейлер на целый год, платят за год. Многие здесь работают январь, февраль, март, да, как бы эти месяцы, январь-февраль даже, скажем, туристический городок, поэтому здесь тоже есть работники, которые работают здесь, Мардеахо. И вот некоторые из них тоже живут в этом кемпинге. Вот приезжайте, вот ваша территория. То есть вы ставите палатку, никто здесь больше палатку не поставит рядом. Вот, к примеру, тоже умывальник есть. То есть умывальники стоят там один на несколько участков. Вот люди, которые жили в этой палатке, вчера переехали в домик, палатка осталась сушиться. То есть у них получается вот умывальник, вот палатка, столик с такими типа стульчиками. И Париша готовить мясо на мангале. Мы раньше жили вот в таком еще домике. Раньше еще жили в палатке, сейчас переехали в домик. Эти домики, кстати, где мы сейчас живем, построились только в прошлом году. Раньше их не было. Ну, вон там тоже трейлер. Кампинг огромный. Вот здесь тоже. Красота. И к морю очень-очень близко. Здесь море прям шумит. Вот. Так, туалет. Душ всегда чистый, один из самых чистых, так сказать. В январе здесь вообще постоянно человек стоит на входе, постоянно моет, убирает. Вот, брать одежду. Так, умывальнички. Тут мы моем ноги, когда приходим с пляжа, кто хочет. Вот здесь, пожалуйста, можно стирать одежду. Видите, только для стирки одежды. Ну, в принципе, все хорошо, все чисто, нормально. Листья летают, конечно же, но... Так, здесь убирает. А ну-ка, я сейчас пройдусь туда чуточку дальше. Это женский туалет. И здесь сейчас как раз идет уборка. Ну, я покажу вам. Вот здесь такие котики бегают. Мяукают. Так, человек убирает в туалете. Так, а здесь получается душевые кабины. Вот такого стиля. Душики. Душевые кабинки. Горячая вода, немножко надо подождать. Если вы вначале заходите, здесь никого нет, включаем горячую воду. И, ну, то есть душевые кабины вот на 2 стороны. Здесь их много.
Дальше тоже кемпинг. Все туда. Вот какие красивые здесь деревья, смотрите. Дальше тоже все кемпинг. Палатки можно ставить. Некоторые приезжают сюда своими домами на колесах. Вот. Как здесь красиво. Тут больше тени, да, тут как бы деревья такие попрохладнее здесь. Летом вообще хорошо. Вот так. Кемпинг очень огромный и хороший. Один из самых хороших тех, которые я видела. А я видела очень много кемпингов. Здесь в чем хорошо, то что каждый человек, никто никому не мешает. Вот если это его место, рядом здесь никто палатку не поставит. То есть вот, к примеру, да, вот получается Париша, столик и вот место. То есть ставите палатку, рядом никто не поставит. Есть кемпинги, где просто люди ставят палатки одна возле другой. И вот туда тоже все кемпинг. Ставят палатки прямо одна возле другой. И таким образом это не очень приятно. Вот. Деревья обрезают. Многие деревья обрезаны, как вы можете заметить. Вот деревья обрезают, и из них растут новые такие веточки. Потому как здесь ветрено, то это дерево может упасть людям на голову, которые здесь живут. Поэтому здесь за этим следят. Смотрите, виноград. Вот он, виноградик. Вот еще грозди винограда. Смотрите. Ой, какая красота. Виноград. Здесь как-то, по-моему, раньше и помидоры росли, я видела. Сейчас я не вижу. Виноград. В общем, здесь можно посадить, мне кажется, что угодно. Вот такого стиля. Видите, обрезают. Дерево обрезали, ну дальше растет. Так, здесь администрация. Тут тоже живут. Администрация. Вот, ихнее все. Трактор и все такое. Можно здесь брать столы, стульчики вон пластиковые. Но они, я вижу, такие делают пенечки. Ставят возле столиков. Потому что на всех стульев не хватает, наверное. Мы были в кампингах, где вообще нет стола, стула. Первый раз вообще наш кампинг был, или второй раз, не помню. А в таком месте мы на бревне сидели. И то радовались. Нам радостно было. Сейчас вот делают вот такие пенечки. И даже в женском туалете написано, что эти пеньки не для распала дров, а для того, чтобы сидеть на них. Вот такой столик. Готовите мангальчик. Вот такое место. Смотрите, тут вообще шикарно. Мы здесь как-то, по-моему, даже и были. Да, мы здесь жили, там, где мы только здесь не были. Мы уже здесь приезжали, наверное, раз 12. Вот умывальничек. А сейчас мы уже живем по-богатому. По-богатому. Так, я, по-моему, не знаю, куда я забрела. Сейчас я буду искать выход. Здесь, кстати, тоже есть Wi-Fi. Но Wi-Fi здесь есть, хорошо ловит, только если нет много людей. И если вы, например, живете вот здесь. Вот так как рутер стоит или модем вот там в администрации. И здесь очень хорошо ловит сигнал. Когда-то мы жили вот здесь. Сигнал ловил плохо. Я ставила себе здесь стульчик и смотрела, помню, финал Мастер-шеф. Здесь вот украинский Мастер-шеф. Я всегда его смотрю. Так что так. Так, сейчас я буду искать, где мой дом. В таком вагончике мы тоже жили, в прошлом году жили. Тоже лучше, чем в палатке, уже не капает тебе на голову. Но в этом году построили новые домики. И мы живем в домике. Вот такая красота. Пока мух мало, комаров. Мы вчера включали такую штуку для комаров, ну, розетку, таблетки. Потому как один комар все-таки летал и не давал мне спать. Мухи 1-2, комаров мало, но в феврале может быть такое, что... Ой, пойду сейчас Лене покажу. Может быть такое, что будет, конечно... Посмотрим, чем мы здесь занимаемся.
Леня, я показала людям кемпинг, все рассказала, туалет, душ. А? У меня уже здесь батарейка на желтом. Да, я здесь немножко походила. Когда оно все просохнет, ну после дождя, знаешь, как. Ага. Вот. И начнем тогда угли станут, так что у нас будет много времени. Это все-таки пока в угли должно Ну да. превратиться. Но здесь есть в том, что хорошо, смотри, есть хвойные деревья нарезанные, да, ну как бы хвойные деревья много смолы имеют, да. Мгм. А есть и другие наподобие эвкалиптов. Они уже, ну, не такие, как бы, ну, смолянистые, знаешь, и вот этих эвкалиптов, видишь, целые кучи. Ага. Есть какая-то, не знаю, как правильно называется, но это и не хвоя, и не эвкалипт, какие-то типа осиновых. Видишь, дров, уже они около Парижа лежат. То есть таких углей нормально. А вот. сухенькие? Вчера же такой дождь был, ты нашел сухие, да? Да, да, ну, нижние это подмокли, А. верхние это. Вот, смотри, Ага. видишь, оно. Вот. И тут их нарезано, посмотри, сколько этих дров. то есть, Подари людям свою улыбку. Я, Леня, говорю, улыбайся всегда на камеру. Ну да, И без камеры тоже, Лень. да. В общем, я пока распаливаю, занимаюсь этим делом. Ладненько. Ну там еще один мужик живет, он там поздоровался с ним. Угу. Он там обустроился, видно, он вагончик делал, типа такой импровизацию забора сделал, знаешь, А, да. видишь, Ага. из палок сложил такое, вот как импровизированный себе Да-да. заборчик. Ходит там. Да, я Ты этим распаливал, да? Да. Ну, у меня в самой машине есть пилка, есть мешалка такая, ну, чтобы помешать кочерга, топор, у меня есть складная лопатка, которой можно, ну, она складывается и в чехол ложится. Ты мне скажи, что у тебя в машине нету. У тебя в машине все. Да, и вот, или газовая плита у меня есть, которая баллончики применяется, или можно горелку, чтобы типа немножко разжечь, использовать. Так что где-то так. Жду, пока вот оно все. Ладно, включимся, когда уже мясо будет лежать. Посмотри, сколько это получается? Сколько $3? ты снял? $4. Ну, $1 1100 сейчас. Да, $1100. Ну, в общем, килограмм у нее 3300 Ну вот. за килограмм. Так как бензин, когда-то мы плакали, был 50 копеек от доллара, мы плакали, дорого бензин, 70 копеек от доллара, плакали, дорого бензин. Сейчас едем, $1.40 бензин получается, $1.50. Но, блин, же едем. Но мы едем, потому что мы бесплатно здесь живем. Нет, да, но мы Вряд ли мы здесь на 10 дней бы бесплатно приехали. едем, блин, так что Ну, все равно неважно. едем. Ну и другие также все равно, кто съедет на рыбалку, кто съедет туда. Значит, больше получаете. Те, что работники работают там на этих фирмах, они тоже как-то, честно говоря, начали чуть больше зарплату получать. Соответственно, если у них там пошел приход, они начали больше как-то тратить. То есть какая-то такая сдвиг, ну, появляется. Плюс открываются некоторые вещи. Вот смотри, Да. сейчас 16 декабря Меркадо Либре будет продавать уже вещи как бы с Амазона, откуда вот. Да, из-за границы, в общем. Сначала с Америки начнут, а Да. потом из Китая. Да, может там быть. подписывают Libre Commercio, то есть свободную коммерческую зону, по-моему, с Европой и с С Америкой. Испанией, Италия, не Испания Да. точно. Да, там подписывают тоже. Теперь, Америкой как-никак, хотят, да. открывают, то есть, если б я сильно захотел, сильно уперся ровно, я мог бы быть там импортером, то есть, уже открываются такие, что может не просто избранные импортировать товары, а можно оформиться импортером, начинать импортировать товары какие-нибудь там из Китая, из того, из всего. То есть, какая-то движуха все-таки, ну, начинает потихоньку вырисовываться. Вкусно. Я еще салатик не делала. Мы долго будем сидеть в стриме? Все, сейчас я забираю свою. Нет, что, мы будем кушать и будем это, Мы стримить? будем плямкать во время Да. стрима. А пускай люди напишут, плямкать нам или нет. А я лучше тогда пью. Вот такое мяско у меня. Ну, Леня, только люди сошлись, а ты будешь выключать стрим. У тебя будет мукбанг. Знаешь, такие есть видео, называется мукбанг. Это когда люди кушают, плямкают и стримят. Смотрите, это мое. Ого. А ну-ка сюда мне. Срединки, гляньте уже. Да ты шо. Так вот он. А кто там рассказывал, угли не такие, дрова не такие, все там такое. Так, я приготовила вот такой салатик. Сейчас я буду его добавлять оливковое масло. Вот такое мы купили в этот раз. И наше мяско. Там еще хлебчик.
Греется, сейчас Леня заберет. И будем кушать.